Всем привет, дамы и господа, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Я думаю, что это будет заключительное видео по части каждодневного бритья. И вот следующее, когда вот сейчас бриться пойдем, там уже поставим карва на плите А, с гапом 0,6 Ома. И уже потом, если будем возвращаться ко всему этому, то только так, знаете, наверное, мельком. Так чего же мы добились благодаря вот этим 3 выпускам? Я считаю, что много, потому что столько людей. Спасибо вам, парни, огромное всем, кто написал вот по теми 2 выпусками свой рецепт ежедневного бритья и, возможно, еще напишут под этим видео. Это, с моей точки зрения, очень-очень сильно поможет тем людям, которые сейчас ищут, что делать на этом пути. Читая только одни эти комментарии, можно уже по маковку затариться, и там будет багаж такой, что не один день разгребать и переваривать. Сам же для себя сделал выводы какие. Если так вот все эти вопросы, вернее один вопрос разложить по полочкам, то получается следующее. Картина простая. Человеку нужно убрать растительность с лица. Это отправная точка. Некий дисбаланс будет вносить то, что это нужно делать каждый день. Это в худшем случае и через день, в лучшем случае. Почему через день? Потому что есть такие люди, у которых не быстро растет. У них все нормально, но растет у них не быстро. И это счастливые люди, на мой взгляд, потому что чем меньше бреется, тем он меньше кожи раздражает. И если уже договорили об этом, хочу сказать, что есть еще и не очень счастливые люди. В плане бритья. Так у них все нормально, все хорошо. Там, и дай бог, чтобы было нормально, хорошо. И будет, я уверен. Но тем не менее, в плане ребята, бритья у них попандос полный, потому что уже не один и не два человека отписалось, что вот он утром побрился, а в обед ему уже там, в джунгли, запутаться можно, а вечером там вообще засада. То есть вот так быстро у людей растет. Но этим, конечно же, приходится каждый день бриться. С этим разобрались. Следующее. Выбираем станок. По станку диапазон чрезвычайно высок. Получается, все те люди, которые отписали, дали возможность предположить, что можно бриться как мягкими, самыми-самыми, причем, потому что один из людей, который написал, он говорит, у меня ACDC, вот этот 2S или 2TC, физер, короче, вот этот вот. Он в любимчиках застрял, правейше не писал никто, но вот про этот был разговор. И основная масса это, конечно же, полумягкие и средние станки. Там и Разорак 37 был, и 89-я голова, и Роквелл на 3, 4, 6 плитах. То есть вот про HD почему-то никто не говорил. В принципе, раньше-то и Антоха там Этник Саид упоминал, что он у него в любимчиках ходит. За Меркур 23C был разговор. За 41-ю голову было, да, что пару людей писали, что он раз в 2 дня бреется. Но вот кто-то даже, по-моему, написал, что каждый день стремится к этому. Итак, мы выбрали станок. Первое, самое важное условие, независимо от того, какой станок вы выбрали, мягкий, средний или агрессивный, не давить. Давить ни в коем случае не стоит, дабы меньше повредить кожу лица. Следующее, если вы взяли мягкий, как правило, в мягкий принято ставить или острые, или среднеострые лезвия. В среднем станке это или острые, или среднеострые. А за мягкий станок это, как правило, или среднеострые, или мягкие лезвия. Но это общее правило. Как вы знаете, в каждом правиле есть исключения. Потому что есть крутые перцы, которые в 41-ю голову вставляют физер и других комбинаций просто не признают. А это острое лезвие. Мягкий станок. Мягкий станок теоретически должен меньше тревожить ваш эпидермис, но и хуже срезать будет волосы. Средний станок это золотая середина, то есть он и тятя, и матя, то есть вот там и вашим, и нашим посередке. Агрессивный, он легче будет сбривать ваши волосы, но эпидермис цеплять будет. В этом случае вообще там, знаете, контролировать себя нужно, чтобы ни в коем случае не давить при бритье. Что из этого взять, человек должен выбрать сам, исходя из того, какая у него кожа и какой крепости у него щетина. Потому что если там нежный пушок, какой смысл ему брать что-то агрессивное? Он вот так вот дунул мягким станком, и все исчезло. А если у человека там прутья как надо, там уже, наверное, возможно, есть смысл подумать и не только за средний, но уже и за агрессивный станок.
С этим вроде бы тоже разобрались. Водоподготовка. Раз уж у нас ежедневное бритье, то козе само собой понятно, что ни в коем случае нельзя сильно распаривать кожу. Потому что чем сильнее вы ее распарите, тем она станет мягче и более податливая, а вы это делаете каждый день. И каждый день вы ее распариваете, и каждый день со своей косой выходите, рано или поздно вам эта кожа скажет: да пошел ты, милый друг, и как расцветет бахромой вот этой красной, не будете знать, куда ломиться. Поэтому, если и распариваете, то распаривайте чутка. Возможно, могу предположить, но сам не пробовал, идеальным случаем был бы выбор, наверное, холодной воды все-таки. Потому что при бритье, когда вы не распариваете, а просто применяете холодную воду, то есть или умываетесь холодной водой, или делаете компресс из холодной воды, или просто башку под кран холодной водой засунул, смысл в следующем. Играет физиология, кожа сокращает поры, каждая пора зажимает ваш волосок и говорит: слышь, друг, я тут все приготовил, давай, где там твой инструмент? Вы берете станок и все сносите, у вас волосок зафиксирован. Минусы этого способа — это то, что после того, как кожа отойдет от воздействия холодных температур, она поры раскроет, и волосок чуть-чуть, совсем маленько, но все-таки сделает это, приподнимется. И у вас раньше будет появляться щетина. Ну а плюсы — меньше травмируете кожу. Поэтому, ну, сами знаете, когда булки сжал, то и терпеть легче. Поэтому здесь примерно та же самая тема. То есть поры сжались, и меньше кожи травмируется, легче срезается. Что именно вы выберете, выбираете, решать, конечно же, вам самому. Во время бритья про не давить я уже говорил 3 раза, скажу 4-й, не давить. Плюс 2-3 прохода как минимум. Это, во-первых, я сам к этому пришел за последние пару бритья, и, во-вторых, люди сами так говорят. Конечно же, есть тоже исключения. Есть люди, которые бреются на 1 проход. Но вы это или не вы, в этом правиле это вы будете решать сами. Сам для себя я решил, что если и буду когда-нибудь так делать, то для меня это будет 3 прохода. Карта волос у меня такая. Если я буду в 2, то есть сверху вниз и снизу вверх, не прокатит. У меня есть волосы, которые растут вот так, и таким способом я это не соберу. Поэтому для меня 3, как обычно. То есть я вот бреюсь, так и тут мне приходится. То есть вначале по, потом поперек, потом против. Вот это мой способ. И тут же к технике бритья можно отнести еще одну вещь. Те люди, которые убирают мягкие станки, пробривают трудно поганые места, где вот хуже всего собирать волосы. У меня это вот эта зона. Возможно, не факт, но возможно, есть смысл здесь особенно воспользоваться оттягиванием. Вообще хотел бы сказать, что вот просмотр видео, где пацаны клинковыми машут, это Александр Подолян и Стас, и вот ребята вот то, что вот нам показывают, очень большой резон перетянуть часть техники на себя любимого, на тэшников, потому что они там столько интересного показывают, что нам помогло бы выравнивать наши участки кожи. Например, сам для себя я вот пришел к выводу, что делая вот так, раньше я вот эту зону пробривал вот так, и тот радиус, который вот здесь вот видите, он не совсем был мне удобен, приходилось подпрыгивать, как там что выделиться. А просматривая видео Сани, где он просто, ну, Подоляна, где он просто показывал, а здесь вот это, а вот здесь вот то. Вот эти все натягивания, когда ты натягиваешь, и этот участок кожи ты выдвигаешь на ровную поверхность, они могут нам пригодиться, да-да-да. И вот этот способ, где я выравниваю лицо и прохожу как по ровной, я взял у него, скоммуниздил, спионерил, назовите как хотите, но мне это помогает очень здорово. И брея вот это место, а почему бы взять и не натянуть? Или выбривая вот это место, почему бы взять и не натянуть? Об этом тоже не забывайте, стоит подумать, возможно, кому-то это пригодится. Пока говорим о технике, хотел бы сказать еще об одной вещи. На агрессивном станке маловероятно, что это пригодится, а вот на средних и на мягеньких очень даже может быть и сработает. Старички знают, им акцентировать не буду, молодежи запомните. Просто, ну, не то чтобы запомните, просто имейте это в виду. Вот вы поставили лезвие, первым проходом ха-ха-ха, все побрили, все нормально, второй что-то чих-пых, что-то уже меньше цепляет, а на третий вообще не идет. И ты такой сидишь, репу чешешь, да ядрит Мадрид, а что делать-то, лезвие другое ставить? Нет, не спешите, ребята. Когда вы напоролись на такую ситуацию, очень большая вероятность, что вы поставили или среднее, или мягкое лезвие по остроте, и просто у вас от гарды перестало брать. Не меняйте ничего, попробуйте этим же станком побриться не от гарды, а от верхней плиты. Как это сделать? Очень просто.
Чтобы понять, когда вы бреетесь от гарды, ставите станок ровно и просто поднимая его, вы почувствуете острость лезвия, кромку, что вы коснулись. Это и есть от гарды. То же самое, но если повторять от верхней плиты, выглядело бы примерно так. То есть вы ставите на верхнюю плиту, а потом постепенно наклоняя, опс, РК почувствовали режущую кромку лезвия. Это у вас и будет от верхней плиты. Не думаю, что вы во время бритья будете делать так, потому что сам для себя, я если бреюсь, допустим, от гарды, чувствую, что не идет. Я перехожу на верхнюю плиту, чуть-чуть приподнимая станок, и все. И я уже понимаю, что я бреюсь от верхней плиты. Возможно, это вам тоже кому-то может пригодиться. Что у нас осталось? Мыло и автошейвы. Мыло, козе, понятно, жалеть не стоит. Потому что мыло это наш защитник, это наш помощник. И та пленка, та среда, которую он создает, та прослойка, которую он создает между станком и нашим лицом, она в первую очередь не только питает наше лицо, но и защищает. Потому что чем лучше скольжение, тем с меньшим нанесенным вредом для вашей кожи вы сможете выйти из этой баталии. И уж понятно, если, допустим, уже с опытом люди как-то заходят на те участки, которые не имеют пены, то новичкам этого делать не стоит. Если вы чувствуете, что вам где-то еще нужно станочком пройтись, а пены там уже нет, не поленитесь, возьмите помазок, нанесите пену и только после этого проходите. Какое именно мыло взять, но это тема не этого разговора. Начните с того, что у вас есть. А что до автошейвов, да я думаю, вы с этим давным-давно уже определились. Алкогольный, безалкогольный, крем, мусс, лосьон, дарам, что там есть, я не знаю, это вы решите сами. От себя лишь хочу добавить, что совсем недавно, наверное, где-то пару-тройку недель назад стал свидетелем одной интересной вещи, о которой хочу тоже сказать, потому что этот факт имеет место быть. Алкогольность автошейва. Совсем недавно, вот именно эти 3 недели назад, разговаривал с одним человеком, его зовут Дмитрий, и получилось так, что 2 человека, уже точно, как минимум, знают маленько подноготную моей кухни. Первый, это был, конечно, Ярослав. Ему я заслал пробник своего автошейва. Просто хотелось сказать спасибо человеку, а тем более тут такая оказия, человек, который сам едет в Германию. Не надо слать ничего, то есть там никакая таможня. Короче, пузырь дошел. Насколько это понравилось, не понравилось Ярославу, он захочет, расскажет сам в комментариях под видео. А второй человек, его зовут Дмитрий. Мы с ним очень часто видимся. И получается так, что вот те композиции, которые по запаху, допустим, меня не совсем устраивают, это просто пробники, они остаются и есть. Что с ними делать? Для меня это уже отработанный материал. Я собираю все это в кучу, подхожу к Димычу и говорю: Димыч, вот смотри, интересно. Он говорит: да, конечно, давай, что, нормально. Он все это дело у меня и подгребает потихоньку. То есть он сейчас на ближайшие несколько месяцев автошейвом и упакован. Так вот, совсем недавно состоялся разговор, который меня, честно сказать, удивил. Я говорю: Димыч, а как часто ты бреешься? Он говорит: теперь каждый день. Я говорю: постой, почему теперь? Раньше, говорит, через 2-3 дня брился, потому что у меня был бальзам Nivea. Возьму тут все разворошу, Nivea прошел, вроде нормально. Но каждый день было, говорит, сыкотно, да и неприятно, потому что, говорит, раздражение сразу шло. А у тебя, говорит, сейчас вот этот алкогольный, я, говорит, как там, алкоголя 70%, ребят. Я, говорит, как дал, у меня там все, и заблокировало. Вот теперь я, говорит, спокойно бреюсь каждый день, и у меня все в порядке, все хорошо. Я себе сразу поставил на заметку. Возможно, это еще один ключик, который может кому-то помочь. Чем более крепкий автошейв у вас, тем вам легче будет перейти на эту стезю. То есть бриться каждый день. Это не в том смысле, что у меня такой крутой автошейв, что вот можно бриться каждый день. Это в том смысле, что там столько алкоголя, которое будет помогать вам бриться каждый день. Если вы другой найдете с содержанием никотина, с содержанием алкоголя там 50, 60, 70, попробуйте. Если у вас кожа позволяет все это дело выдержать, то, возможно, это тоже вариант. Потом уже обмозговывая все это, я сам для себя понял следующее. Во-первых, те уходовые, которые я туда напихал. Во-вторых, камешек. Обязательно квасцы там тоже есть. Плюс и алкоголь. Алкоголь заживляет. Камешек запечатывает. Запечатывает не один камешек. У меня там еще кое-что есть. Об этом подробно, когда будем рассказывать, расскажу. Возможно, вот это все вместе сыграло какую-то некую роль, что человек смог выйти на ежедневное бритье. А станок у него 89-я голова. Что тоже, скажу я вам, знаете, так, не панацея.
Иногда у некоторых людей просто разносят. Ну, это что касается автошейва. Ну и, пожалуй, последний пункт во всем этом скотче-монологе – это чистота бритья. Ребята, те люди, которые бреются каждый день, они вынуждены это делать. Лишь единицы из них уже лишены этой необходимости, все равно продолжают каждый день бриться, потому что привыкли к этому. И каждый день бреется, и он чувствует себя человеком. Но тем не менее, из всех ваших комментариев я понял следующее, что очень-очень маленькому проценту удается выбриться каждый день до чистоты BBC, попка младенца, дельфинчик, назовите как хотите, но чтобы ни сучка, ни задоринки. Это буквально один, может быть, два человека на десятки. А остальные все вынуждены мириться с тем, что они визуально выбриваются чисто, а когда сами проводят рукой, они все-таки чувствуют, что да, есть здесь, есть там. И они сознательно идут на это, потому что если они будут себя выскабливать, особенно если мягкими станками, у них будет полная опа. А им этого не надо. Делая вот такие маленькие поблажки, они прекрасно понимают, что к вечеру там уже будет как надо, но тем не менее весь день он отходит нормальный, огурец молодец, и никто ему слова не скажет. То есть до какой степени будете выбриваться вы, но это узнаете только вы сами, когда начнете это делать и с тем станком, и с той парой лезвий, которые вы туда поставите. Ну вот, пожалуй, что и все. И теперь, наверное, пошли бриться. Карве. Что он сегодня нам покажет? Здесь у нас 2,5-дневная, это уже практически 3-дневная щетина, а здесь 5-6-дневная, нет, 5-дневная. Вот этот красавчик сегодня нам и поможет от этого излечиться. Посмотрим, как он с этим справится. Ну что, расселись? Пошли бриться. До новых встреч. Пока-пока. С вами был я, Вадим.